Добрый день, друзья! Сегодня мы приехали к моему заказчику Алексею. В конце 2016 года мы сделали ему вот этот прекрасный камин. И сегодня я хочу остановиться на этом более подробно и рассказать вам о нем. С какой же задачей к нам обратился Алексей? Нужно было по дизайн-проекту установить данный камин. Дизайн-проект был разработан уже дизайнером. Это Марина Мусихина. С этим дизайнером мы работаем уже давно, и сделано не один и не два проекта. Все проекты работают и радуют заказчиков. Второе. Это камин должен быть и служить резервным источником отопления. Также в проекте дома был заложен дымоход. Дымоход уже, значит, существует, и нужно этот камин подключить к существующему дымоходу. Часто задают вопрос, можно ли ставить телевизор над камином. Ответ – да, можно. И не надо пугаться, что телевизор будет нагреваться от камина. Вот этому камину уже 2 года, и телевизор нисколько не нагревается, и заказчик доволен. Что было сделано в рамках поставленных задач? Первым делом замерили гостиную, чтобы грамотно и правильно подобрать размер каминной топки. Был обследован дымоход. Оказалось, что дымоход сделан правильно, но так как его делали каменщики, внутри дымохода очень много наплывов из цемента, и пришлось дымоход гильзовать нержавеющей дымоходной трубой. Второе. Был сделан технический проект данного камина, который бы удовлетворял повторению дизайн-проекта. Осмечены и согласованы с заказчиком, с Алексеем, все материалы, которые были необходимы для постройки и установки данного камина. Была предложена каминная топка фирмы Йотул. Это норвежская топка длительного горения. Камин должен еще и иметь функцию дополнительного источника обогрева данного дома. То эта топка работает от 6 до 8 часов на одной закладке. По установке телевизора в проекте было заложено усиление каминного короба, чтобы телевизор мог разместиться и данный каминный короб выдержал нагрузку телевизора. Самым сложным и самым интересным этапом это был подбор мрамора. Мраморных порталов мы устанавливали не один и не два, но в дизайн-проекте был заложен именно зеленый мрамор. Как оказалось, когда поставлен был этот вопрос, как оказалось, достойных мраморов этого цвета всего лишь 2 вида. Ну и было принято решение, чтобы не промахнуться, с производства нам отсылали фотографии слэбов, из которых будут изготавливать данный портал. Мы эти слэбы, эти фотографии согласовывали с Алексеем. И только после всех согласований дали добро, подписали документы, и нам по эскизам дизайнера изготовили вот данный портал. Этот портал, как видно, в английском стиле, он такой получился брутальный, солидный. Камин стал настоящим украшением гостиной. И несмотря на наши опасения, он настолько гармонично вписался в этот интерьер, что заказчик был очень доволен. Правильно подобранная каминная топка выполняет свою функцию дополнительного обогрева данного дома, особенно в межсезонье, когда еще центральное отопление и главное отопление дома еще не включено. Так как на камин дана гарантия и послегарантийное обслуживание, Алексею не надо ломать голову, где надо искать печника для чистки дымохода, для какой-то замены термостойких шнуров в каминной топке. Мы все это прекрасно делаем и ремонтируем, если это необходимо. Ну и самое главное, камин стал источником наслаждения живым огнем.